Новая женщина в твоей жизни. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Вы мужчина очень выносливый во всех смыслах, да, и морально, и физически. Вы можете иметь даже такую, знаете, брутальную внешность. Вы можете даже немножко пугать окружающих, да, хотя порой можете думать, ну а почему, да, я же добряк, я же в душе добряк. Вы такое, знаете, ясно солнышко, которое светит, но почему-то люди боятся, да, вот такая парадоксальная ситуация. Когда назревает какая-то опасность для ваших близких, родных людей, вы действительно превращаетесь, ну, в такого льва, в тигра, очень выносливого. В вашей жизни были ситуации, которые действительно вам приходилось выносить, может быть, даже в одиночку. Это была какая-то и опасность, это была драма и в личной жизни, да, но вот личная жизнь, наверное, триггерит до сих пор вас. Личная жизнь, но она оставила такой довольно большой отпечаток в вашей жизни, довольно сильную боль, страдания и, может быть, даже разочарование в женщинах. Хотя, в общем-то, вы понимаете, что все женщины разные, да, но не можете открыться, не можете довериться новым женщинам. Да, вы можете любоваться, какая она красивая, фигуристая, но в то же время, как будто, вот знаете, вернее, как будто внутри вот ваше сердце закрыто на замок, да, вот как кусочек льда. И теперь, чтобы вас отогреть, нужно очень сильно постараться женщине. Кто-то из вас, может быть, даже уже и не верит, что сможет влюбиться, да, потому что так было тяжело, так было больно. Поэтому здесь может быть такое осознанное отшельничество. У кого-то может проиграться, что вы прошли этот период, да, такого период тотального одиночества, когда не заводили даже романов, ни для здоровья, ни для чего. Вот просто жили один. У кого-то сейчас может проиграться вот именно такой период тотального такого одиночества, когда ничего не хочется. Вы, конечно же, человек движения. Вот движение – это ваше все. Ну, такой вы темпераментный товарищ, в принципе, да, сильный, выносливый, темпераментный. Возможно, даже кто-то занимался какими-то серьезными видами спорта, связанными с поднятиями тяжестей, либо же какие-то единоборства, да. Ну, то есть это не шашки и не шахматы однозначно. Это может быть конный спорт, это могут быть какие-то гонки, да, ну, то есть так, по-серьезному. Может быть, паркуром кто-то занимался, да. Поэтому даже, может быть, вот я бы сказала, что сейчас те, у кого уже позади остались все ваши какие-то ну, такие спортивные регалии. Сейчас, может быть, вам даже не хватает немножечко тех эмоций, того драйва, которые вы когда-то ощущали, когда занимались спортом. Давайте сделаем маленький опрос на эту тему. Ребят, вот напишите, если вы сейчас, допустим, не занимаетесь никаким спортом, скучаете вы по тем, может быть, призовым местам, которые вы раньше занимали, может быть, по тем ощущениям, по тому адреналину, который вы испытывали, да, вот именно во время каких-то соревнований, там, состязаний всех этих. Если вы все-таки еще занимаетесь какими-то такими серьезными видами спорта, напишите. Если никто не занимается, да, если вы на сегодняшний день уже не занимаетесь, просто так и пишите, что я уже не занимаюсь спортом, либо же там вы не любите, может быть, спорт. Потому что это понятно, но далеко не каждый человек будет заниматься спортом. Это уже как бы личный выбор каждого, да. Так, ну женщины, конечно, в общем-то, вас привлекают только ухоженные, довольно... Ну, довольно симпатичная должна быть женщина. Но это в целом. Это не говорит о том, что вы должны даже бросаться на любую красивую фигуристую куколку. Нет, конечно. Просто вы вот таким вот своим мужским взглядом
Ну, предпочитаете женщин довольно уверенных в себе, ну и, конечно же, ухоженных и красивых. Если вот взять, поставить серую мышку, да, либо же, ну, средненькую женщину и красотку, конечно же, вы выберете красотку. Для вас очень важен визуал. То, что вы видите, для вас это очень и очень важно. Вот в женщине, да, вот начиная с внешности, вы должны гордиться своей женщиной. Ну и прежде всего, конечно же, внешне. Кто со мной не согласен, можете написать и поспорить. Да, вот видите, мне даже показывает, что вам даже доставляет какой-то кайф в жизни, когда вы, ну так, слегонца хвастаетесь своей женщиной, да, даже независимо от того, в каком вы сейчас статусе, да, у вас все равно раньше была та женщина, у кого-то сейчас она есть, неважно, у кого-то будет. То есть для вас это жизненно необходимо чувствовать, ну, такой, знаете, кайф особый, что вот на мою женщину все смотрят и сворачивают шеи, а она только моя, да. Далее, в общем-то, вы человек не бедный. Понятно, что сейчас вы можете писать, да нет, да у меня минималка там, да, но в большинстве своем я скажу, что, в общем-то, вы многого достигли. У вас есть где жить, у вас есть, может быть, даже у кого на чем ездить, у кого-то может проиграться даже не одна машина, либо же это может быть машина, мотоцикл, ну, либо вы планируете, вот, ну, мне идет, так знаете, информация, либо же вы планируете поменять марку машины, либо же вы хотите купить мотоцикл, да, у кого-то может быть наоборот, да, сейчас есть мотоцикл, а хочет купить еще машину. У вас, в общем-то, возможно, недавно произошел карьерный рост у кого-то, либо же вот в ближайшее время планируется. Вы думаете об этом, да, вам хочется еще расти и расти. То есть вы не хотите погрязнуть вот на том месте, где вы сейчас сидите, да, вот хочется как-то развиваться, хочется двигаться как, ну, любому нормальному самодостаточному мужчине. Ну и давайте смотреть, что же за новая женщина появится в вашей жизни. Попробуем ее описать. Вот какая она, да? Вам хочется любви, ребят, однозначно. Смотрите, даже если у кого сейчас есть женщина, вы так хотите, чтобы у вас все получилось, да? У кого женщины на сегодняшний день, допустим, нет, поскольку общий расклад, вы, в общем-то, в планах строите. Вам так хочется гармоничных отношений, да, вот вы бы сделали все для любимой женщины. Вот как бы вас ни накрывал депрессняк, как бы, вот как я в сигнификации говорила в начале расклада, да, как бы вам ни было плохо, одиноко, ну, это еще отголоски ваших прежних отношений, да, это отголоски ваших страданий. Но в душе, на самом деле, да, мы ведь смотрим, что у вас в душе, в мыслях, да, а не то, что вы там можете кому-то озвучивать. Порой человек говорит одно, да, а в душе и в мыслях совершенно другое. Не хочется всем раскрываться, правда? Поэтому вы верите в любовь, вы надеетесь все равно где-то там на глубине души, вы надеетесь, что будет и любовь, и счастье, и ну, вам, знаете, даже гармонии какой-то не хватает, да, вот хочется иметь родного именно человечка, человека на одной волне, с одинаковыми целями, чтобы вы смотрели не друг на друга, а в одном направлении. Хочется, знаете, чтобы эти были отношения не игра в одни ворота, а чтобы это было все обоюдно. И в вашей жизни появится такая женщина, очень неожиданно появится. Сейчас попробуем ее описать, ребят. Эта женщина очень мудрая. Мудрая и, знаете, вот она именно по-женски мудра, именно с мужчинами. Она моложе вас, она скорее будет, ну, темноволосая. Хотя, опять же, это общий расклад. Женщина, с которой будет интересно даже пообщаться. Вот она настолько вот, ну, то ли начитанная, она всесторонне развита, и с ней интересно будет вообще на все темы поговорить. Обычно таких людей называют ходячий Google.
Возможно, даже вы полюбите вместе с ней проводить больше времени поначалу, особенно вот это ночное время, либо же когда вот темно, сумерки, да. Это своего рода такая и романтика будет, и в то же время, ну, я не исключаю, что она может быть полуночница, да. У вас тоже может проиграться, что кто-то из вас сова, то есть вы любите ночное время суток, вы более продуктивны, да, то есть вам не хочется спать там уже в 7 часов вечера. Поэтому особый кайф будет вот когда вы будете вместе. Вот именно, знаете, такие романтические прогулки под звездами, под, ну там, я не знаю, по лунной дорожке, да, ну такой вот классный романтик. Это женщина среднего телосложения. Женщина, которая уже, в общем-то, имеет опыт семейной жизни, да, мы туда не будем лезть, просто что вот она свободна абсолютно. Женщина, которая в мечтах тоже, вот как и вы, в принципе, да, глубоко в душе, но она хочет найти человека вот именно для семьи, для серьезных отношений. В этом вы точно с ней сойдетесь. Ей хочется свой дом, да, вот уют, где она бы ждала вот своего любимого мужчину. У вас на самом деле будет много общих таких моментов. Вы это будете узнавать, чем больше будете с ней общаться. Кто-то от удивления, может быть, даже рот откроет, да, но не бывает таких женщин. Ну как? Ну не бывает, ну что-то здесь не то. Конечно же, включится ваша логика, будете анализировать, думать, где подвох. Но на самом деле подвоха нет. Она такая, какая она есть. Такие женщины есть, да, вот верные, хорошие, порядочные. Но, к сожалению, да, их все меньше и меньше становится. Какая она? Она постоянно развивается. Помимо хорошей внешности, помимо острого аналитического ума, она тоже, в общем-то, умеет очень классно анализировать. Достаточно мудрая, она постоянно развивается. И даже я не удивлюсь, если она вас в процессе вашего общения подсадит тоже на какие-то интересные моменты. То есть вы можете с ней, ну, допустим, к примеру, да, вместе смотреть какие-то интересные познавательные программы, да, либо же там ходить в какие-то парки, там в музеи, там, я не знаю, в кино, куда-то, ну, какие-то такие места, куда вы раньше не ходили. Вы можете заниматься тем, чем раньше не занимались. Она будет стараться как-то и вас включать в эту свою активную жизнь, познавательную. Кто-то из вас точно будет сопротивляться, но я думаю, большинство все-таки под влиянием любви все-таки пойдут на уступки и будете вместе с ней и ездить, и ходить, и смотреть эти все познавательные фильмы, да, то есть все, что она делает, в общем-то, вам будет в кайф с ней делать вместе. Что еще о вас скажут? Эта женщина настолько тонко, скрупулезно войдет в вашу жизнь, что даже те из вас, которые, может быть, ну вот закрылись как в ракушку, да, какой-то период были в одиночестве, ничего, никого не хотели, она очень аккуратно вытянет вас из этой ракушки, из этого одиночества. Она станет вашей такой поддержкой, потому что есть в ней какая-то такая, знаете, вот душевность. Душевность и доброта, которая вам, ну, будет как маячок, да, что этой женщине можно довериться. С этой женщиной можно быть самим собой, с этой женщиной можно кайфовать во всех смыслах этого слова. Потому что для любого мужчины это очень важно, да, вот состояние спокойствия, когда не нужно ни с каким драконом сражаться, да, когда вы свои доспехи можете прийти, поставить возле входных дверей, да, а дома тебя ждет теплая, уютная и заботливая женщина. Поэтому с ней вы получите то ощущение гармонии и комфорта, которого, ну, я думаю, либо же у вас очень давно не было, либо же, может быть, у кого-то вообще не было в жизни. Потому что вот если вы будете сравнивать со своими прежними отношениями, то каких-то вот моментов, которые будут у вас с этой женщиной, у вас точно не было. Может быть, каких-то, ну, я не знаю, там длительных, задушевных таких разговоров, может быть, не было, да.
либо же какой-то такой суперской заботы, да, вот чисто женской такой заботы, когда ты спешишь домой, и ты знаешь, что тебя ждет любимая женщина там с горячим борщом, там, либо еще с чем-то. Вот. Это женщина, которая обладает, ну, такой, знаете, и тактильностью. Для нее очень важна тактильность. Я не буду сейчас вникать сильно в психологию, но скажу так вскользь, что у многих людей проявление любви именно через тактильность. Для нее это важно. Вы это поймете, что ей эти все обнимашки и целовашки, для нее это очень-очень важно. Да? Какие-то там открыточки, смайлики, какие-то романтические моменты, для нее это очень важно. Поэтому я не исключаю, что она и вас подсадит на эти все обнимашки, даже если вы, ну, достаточно суровый по своей натуре, да, вот вы сильный такой самодостаточный мужчина, и вы, в общем-то, ну, не привыкли к эти все слюни, сопли, да, вы делом, заботой как-то, да, показываете свою любовь. А здесь вам придется пойти на уступки какие-то, да, просто чтобы сделать приятное своей женщине. И даже не удивляйтесь, если вам придется в течение, там, допустим, своего рабочего дня присылать какие-то там смайлики, там поцелуйчики и всякие эти романтические штучки. Но, знаете, вам это будет в кайф. Вот будет в кайф, потому что ваша любимая женщина будет улыбаться. А для вас это, ну, очень много значит. То есть с ней вы обретете тот комфорт, уют. Она вам даст то, чего вам так не хватает. С этой женщиной вам все больше будет хотеть засыпать и просыпаться вместе. Захотите, конечно, я никогда не привязываюсь, да, поскольку это общий расклад. В общем-то, здесь довольно большие перспективы. Если вы захотите, вы сможете и жить вместе, да, кто-то захочет жениться, там, я не знаю, все вот эти штуки, у всех это все по-разному, да, кто-то захочет венчаться, может быть, но это будете делать исключительно по своему уже выбору. Но то, что вы будете по-настоящему счастливы с этой дамой, да, это новая женщина, которая очень плотно и надолго поселится в вашей душе, в вашем сердце. И это та самая любовь, которая так всем нужна. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!